Желание хорошо зарабатывать вполне естественно для всех людей. Россия огромная по площади страна, с большими запасами ресурсов, но чего нельзя сказать о заработных платах в нашей стране. Многие наши соотечественники давно смирились и привыкли к низкому уровню жизни, в душе надеясь на перемены к лучшему, а довольно значительная часть людей уезжает зарабатывать деньги за границу. Это видео специально для тех людей, которые подумывают об изменении своего материального состояния в лучшую сторону, и для тех, которые до сих пор об этой возможности даже не знают. Приветствую всех на моем канале, меня зовут Максим, и в этом видео я вам расскажу о 5 странах, куда может приехать и заработать много денег абсолютно каждый. Финляндия. Работа в Европе для многих людей уже давно стала хорошим способом не только заработать, но и узнать о стране много интересного и завести новых друзей. Финляндия предоставляет возможность всем желающим заработать неплохие деньги. Давайте же разберемся, кем можно работать в Финляндии. Основную славу как страна, в которой можно заработать в 3 или даже в 4 раза больше, чем у себя на родине, и при этом не имея никаких документов и рабочей визы, принесла потребность в сезонных рабочих именно в Финляндии. Сбор ягод, грибов, разных овощей – вот основные вакансии, которые позволяют вам не только насладиться природной красотой североевропейских лесов и лугов, но и привезти домой приятно заработанные деньги. Ведь на такого рода работах зарплата, как правило, сдельная, то есть вы сами решаете, сколько хотите заработать. К примеру, за 1 килограмм морожки вы можете выручить от 10 до 15 евро, а средний сбор, если особо не торопиться, может составлять 12 килограмм. Вот и считайте, что в среднем в день вы будете иметь чистыми, исключая затраты на транспорт, проживание и еду, 90 евро. Согласитесь, это очень неплохие деньги. Конечно же, в Финляндии можно устроиться работать и в строительную фирму, и официантом, и няней, но для этого нужно знание языка, хотя бы английского, и рабочая виза. В одном из видео я рассказывал о Норвегии как о стране, куда возможно эмигрировать, но сегодня пойдет речь именно о работе в этой стране. Норвегия – страна с достаточно прохладным климатом, но с отличными возможностями для заработка. В Норвегии вы можете устроиться работать как на морские, так и на сельскохозяйственные работы. Наверное, самые популярные вакансии – это работа на судне или на рыбном заводе. Ловля рыбы и морепродуктов для королевства является основной специализацией, наравне с нефтедобычей. Эти виды работ преимущественно контрактные, и обычно срок действия контракта не превышает 6 месяцев. И поэтому по истечению контракта вам придется покинуть страну, а вернуться обратно вы сможете только через полгода. Вообще в Норвегии найти хорошую работу намного проще, если вы знаете местный язык. Для этого вы можете использовать ускоренные курсы обучения языка. Это значительно повысит ваши шансы на успех. В Норвегии одна из самых высоких зарплат в Европе и в мире. Работая на молочной ферме или теплицах, вы можете рассчитывать на 2-2,5 тысячи евро. На заводах или лесоперерабатывающих предприятиях 3-3,5 тысячи евро. Высокие зарплаты и очень большая конкуренция не позволяют Норвегии занять место повыше в нашем топе. Одной из стран, в которой достаточно легко попасть как русским, так и украинцам и другим людям постсоветских стран СНГ, это Польша. Достаточно сделать визу и связаться с работодателем, который поможет оформить рабочую визу класса D. Эта виза дает возможность работать полгода. Далее, если вы устраиваете работодателя, вашу визу можно продлить еще минимум на полгода. Чаще всего наши соотечественники устраиваются на сезонные работы, например, сбор клубники или для работы на ферме. Минимальную зарплату, на которую вы можете рассчитывать в Польше, это 500 евро. Один из плюсов этой страны – это довольно дешевые продукты питания и недорогое съемное жилище. Но также есть и минусы. Поговаривают, что отношение поляков к русским и украинцам весьма негативное. Не совсем понятно только, с чем это связано. Зато в Польше намного проще получить вид на жительство, чем в других странах Европы. Тем не менее, большая часть людей едут работать именно в Польшу. Израиль.
И если вы особо не притязательны и вам не важно, кем работать в Израиле, то сотрудники, не обладающие специальными знаниями, здесь также требуются постоянно. К примеру, устроиться сборщиком урожая на сезон, подсобным рабочим, сиделкой, работником сферы обслуживания не так и сложно. Найти работу в Израиле можно прямо у себя дома. Работы в Израиле очень много, и найти ее можно как на англоязычных, так и на русскоязычных сайтах. Ссылки на ресурсы я оставлю в описании. Также можно напрямую высылать свои резюме в интересующие вас компании. Список ведущих организаций по поиску вакансий в соответствующих разделах местных печатных изданий также оставлю в описании. Еще попасть на работу в Израиль возможно по спецпрограммам. В стране действуют государственные программы, помогающие иммигрантам найти работу. Основной принцип – помощь в трудоустройстве людям с определенным набором качеств, независимо от гражданства. Вы должны быть не старше 55 лет, порядочные, трудолюбивые, добры и иметь желание помогать людям. Работать вам придется с пожилыми недееспособными людьми. Стоимость такой программы разовая и составляет $1000. Контракт подписывается на год с возможностью продлить до 8 лет. За это время можно без проблем получить вид на жительство. Зарплаты в Израиле очень хорошие, даже для неквалифицированных рабочих, и будет составлять минимум $1500. Ехать или не ехать в Израиль решать вам. Ну а я стараюсь вам преподнести максимально сжатую и полезную информацию. Ну а мы плавно переходим к первому месту. Южная Корея стала очень популярной страной для русских, казахов, узбеков, украинцев, в первую очередь из-за отмены обязательного оформления визы. Но интерес к этой стране стал не столько туристический, сколько привлекает людей со всего мира возможностью хорошо заработать. В этой стране огромное разнообразие вакансий для приезжих, от работника отеля до разнорабочего на стройке. Все, что нужно человеку, чтобы устроиться на работу, это отличное здоровье и быстрая адаптация к менталитету корейцев, ведь корейцы по своей сути очень трудолюбивый народ, и лентяйство совершенно не приемлят. Все работают в режиме быстро-быстро, что на местном звучит как пали-пали. Устроиться на работу в Корее довольно просто, даже если вы не знаете ни английского, ни корейского языков. Достаточно поискать работу в группах Facebook или в русскоязычных группах в WhatsApp или Telegram. Стоит отметить, что оплата не самая высокая, даже сравнивая со странами, которые заняли места ниже в нашем топе. В Корее вы можете заработать от $1500 до $2000. Огромный плюс этой страны в том, что работодатели почти всегда предоставляют жилье и питание. Смелые и уверенные в своих силах ребята смогут заработать здесь неплохие деньги. Ну а ленивым и слабым духом здесь делать нечего. Друзья, вот такой топ получился в этот раз. Пиши в комментариях свой топ стран, а также не забывайте подписываться и ставить лайки. Вам это сделать не трудно, а мне это очень поможет. Спасибо за просмотр, до скорого!